дорогие друзья, прежде чем подарить вам ритуал, основанный на знаниях моих предков, который я, скажем так, улучшила, усилила и приспособила к сегодняшнему дню и к публике, которая живет в России, ну и не только, европейской публике в основном, да, я хочу вам почитать кое-что, что вам даст возможность понять, что даже во времена кризиса, во времена таких страшных моментов для человечества, те, кто доверялся силам, кто действительно, знаете, верил во что-то, не обязательно, чтобы они знали о богах, о силах, но что-то они, вот, они считали, что есть кто-то, кто их слышит. И всецело, всем сердцем доверялись этой силе, и эта сила им помогала. Бывали случаи, когда людям снилось, например, кто-то, да, образ женщины, мужчины, неважно, и говорил, вот, сделай то, это, вот иди туда-то, там попроси. То есть путеводитель, понимаете, если вы все время обращаете внимание по ту сторону мира, то есть в противоположную сторону, в другую сторону мироздания, то та сторона начинает обращать внимание на вас, понимаете? И в любом случае, если бы не нашли мой канал, там не узнали бы обо мне, неважно. В любом случае, если человеку нужна помощь, если он достоин этой помощи, мироздание обращает на этого человека внимание. Итак, хочу вам прочитать. Значит, сейчас, секунду. Просто для чего? Это вам даст силы просто понять, к чему я, о чем я говорю. Значит, человека, во-первых, в кризисное время, Инга, меня взяли на работу в отделение, которое я хотела. Сами позвонили, взяли. Это первое. Это после, знаете, какого ритуала? Создать мой мир. Я создаю мой мир. Это после этого ритуала. Теперь, значит, я вчера делала 2 ритуала с Фортуной. В конце своими словами сказала то, что хотела. Сегодня мне пришла финансовая помощь на 4 ближайших месяца. Я просто вот не хочу, вот так вот покажу вам. Естественно, контакт человека не хочу показывать, да? Неправильно. С самого начала всего этого балагана я дала себе установку. Боги мне помогут. И у меня все будет все необходимое. Хотя я осталась без работы, без каких-либо средств вообще. И с кредитом за учебу. Но я была уверена, что боги помогут. В итоге вся моя семья финансово обеспечена на время кризиса. Там еще про сестру получает пособие. Старшая работает. Мы с мамой получили помощь на ближайшие 4 месяца. Понимаете? Пожалуйста. Почитание, уважение к силам. А сегодня она написала: меня взяли на работу в отделение, которое я хотела. Дальше. Вот кто-то плачет, а кто-то действует. Когда мне пишут все время: помогите, я не знаю, что делать, нам кушать нечего, мы в таком состоянии. Я говорю: вы мой канал изучали, вы делали хоть один ритуал, который я дарю людям? Ой, вы знаете, вот я даже не знаю, вот мне вот, я не знаю, а вот что делать, а как надо делать. Послушайте меня, если вы о себе не думаете, вы хотите идти легким путем. Мы придем, ей поплачемся, она же говорит, что всем помогает. Вот она поможет. Мне знаете, что пишут? Ой, у меня такие боли в спине, все такое, у нас медицина платная, вот посмотрите, помогите мне. Я говорю, вы к врачу должны идти для начала, получить лечение. Я помогаю людям, которые безысходные. Вот врачи отказались, сказали, все, ничего не сделаем, ничем не поможем. Я могу помочь или продлить жизнь, или легко уйти, или боли снять, по-разному, смотря что. Да? Или человек идет к врачу, вот у него очень тяжелая ситуация, и очень боится переживать, что лечение не даст таких плодов. Я помогаю для того, чтобы человек мог преодолеть эту болезнь с помощью врача. Но вы говорите мне без стыда и зазрения совести: я не хочу пойти к врачу,
мне неохота или там платная медицина, вот помогите мне. Понимаете, вот в этих случаях вы не получите ничего. Если человек ленив, если человек считает, что за него должны все делать, вам тысячи работ вручили, берите, делайте, говорю же русским языком, столько вам дано, сколько сказано. Берите, делайте, чтобы у вас все менялось, чтобы в кризисное время даже у вас были деньги, и вы могли выжить. Вы говорите, ой, мне сейчас вот неохота смотреть, а вы сами можете делать? То есть я для вас как ишак, правильно я понимаю? Я должна сидеть и, значит, вас выводить из кризиса всех. А как быть тогда с людьми, которые тоже ждут помощи, которым эта помощь нужнее? Ты не хочешь задницу поднять, читать, вам уже дали все, что угодно, понимаете? Дали ритуалы, в которых затраты не нужны. Вам уже сказали, вас уже научили, как, что можно делать в эти моменты, чтобы особо не тратиться, чтобы, раз уж вам выйти нельзя, чтобы делать без каких-то там приспособлений. Вам уже разжевали все, что возможно, самые спасительные вещи подарили. И ты говоришь, ой, мне что-то лень вот искать. Да иди тогда сдохни с голоду или с чего хочешь, потому что таких уже жалеть реально не стоит, правда. Знаете, напоминает китайскую сказку, когда был такой ленивый мужик, и жена хотела поехать к родителям, не знала, как быть. Он не вставал, она все его кормила, поила. И в конце она испекла такой круглый хлеб и повесила, значит, ему на шею и пошла. И он настолько был ленивый, что только ел, сидя, значит, кусал и ел. Это все, что он хотел сделать. Когда она вернулась, увидела, что муж умирает с голоду, а половина хлеба не съедена. То есть ему было лень даже повернуть эту часть хлеба в эту сторону и съесть. Понимаете? Он сидел и умирал с голоду. Вот то же самое происходит у вас. Вам лень этот хлеб там повернуть с той стороны вот вперед и съесть. Понимаете? Я должна тоже это сделать вот так вот. Найти вам, показать вам. Иногда, знаете, вот бывают моменты, как-то жалко становится, думаешь, ну ладно, дура дурой. Я говорю, вот этот ритуал так называется. Ой, я не могу найти, а вот помогите. Находишь, кидаешь вот это. Знаете, иногда настроение бывает хорошее. Вот кобра пока спит, там, знаете, после хорошего настроения кобра прям СМИ ритуал. Кидаешь ей ритуал. Ой, вы знаете, боюсь вот делать, а я вот читать боюсь, а вы можете за меня читать? И вот в этот момент я говорю, пошла-ка ты нахер, вот по бездорожью, ты тобой овца. Я тебе, вот, пожалуйста, делай вот этот ритуал, вот так вот читай столько раз, вот так, и уже в конце, а вы сами не можете мне, вот а то мне лень. Охренеть. А потом пойдут вот такие твари и начнут говорить, ой, ты такая сякая, понимаете? А, она грубиянка, она нехорошая. Да чихала я. Пускай для таких вот, как они, я буду грубиянкой. Мне все равно. Теперь слушайте внимательно. Вот один я вам прочитала, да? Дальше читаю. Ничего делать он этой жизни недостоин. Запомните это. Вот ленивые стали, поэтому сейчас так легко запугали всех, загнали по норам. Ленивые люди. Очень легко можно отчаяться, очень легко опускают руки. Ленивые, тупые люди стали. Во время войны люди, извините, сусликов там ловили и кормили детей. Там изобретали все, что угодно, чтобы дети не умерли с голоду. Понимаете? Рожали еще в блокадном Ленинграде. А здесь сидят вот эти, тоже кушать начну. А ты голодай. Пойдемте далее. Силы, боги, духи, они разумны. Если сейчас у вас нет возможности выйти на улицу, если есть ритуалы, в которых ну никак нельзя заменить, ничего страшного, делайте другие ритуалы, они не менее сильные. Вот пишет человек, пророк изобилия, она написала прям под этим вот как бы ритуалом. Поистине сюрприз. На следующий день после ритуала, последнюю неделю не приходили заказы на работе. Такой себе застой образовался. После ритуала уже утром получила несколько заказов. Крупный клиент решил сделать внеочередной заказ, а другие клиенты оплатили мне раньше срока. В общем, в этот день мне сыпались деньги, заказы. Я даже не ожидала такого эффекта. И так быстро. Благодарю миллион раз.
за помощь нам, делаю ритуалы, жизнь постепенно меняется. Если раньше не на что было жить, то сейчас я начинаю отдавать долги. Это очень много значит. Желаю вам здоровья, добра и так далее. Понимаете? Дальше читаем. Ведьма Анея. Что там надо особо? Благовоние, свеча и читать над своими вещами несколько недель этот ритуал. У меня в доме появилось больше продуктов, несмотря на кризис. На работе какие-то продукты выдали неожиданно. Появились новые вещи с распродажи. В ванную комнату я смогла заказать необходимую сантехнику. Вчера подруга подарила духи. Все работает. До этого у меня был полный застой. Не появлялись даже новые носки. Я и моя семья очень благодарны вам за то, что вы для нас делаете. Дарите ритуалы, которые помогают свободно дышать и жить. Вам объясняю, просто действуйте. Вместо того, что действовали в истории человечества, они всегда выходили из ситуации победителями. Так, теперь, дальше идем. Слушайте, какие бизнес-тренинги? Если человек тупорылый, ленивый придурок, сколько хочет, ему тренинги проводи, это бесполезно. Давайте не отвлекайте меня этой херней. Пойдем дальше. Аяты. Аяты – это древнепарфянское слово, которое переняли арабы. Аят означает чудо или завет. Когда был создан, скажем так, когда был написан Коран, то вот эти вот обращения к народу назвали древнеперсидским словом аят, чудо, чудо или завет. Понятие священные аяты известно еще с Вавилона. Что такое священный аят? Это обращение Вселенной человеку или человека ко Вселенной. То есть взаимное чудо человека и Вселенной называется аят. Аяты бывали разные. То, что я вам сейчас передам, это я знаю и услышала от своей бабушки. Не от бабушки. Если в жизни все плохо, надо вот таким образом поговорить с миром, поговорить со Вселенной. И примерно, скажем так, поскольку она была крестьянка, хотя человек очень читающий, очень много читала, вот полуграмотный была человек, но в любом случае очень много знала. И дед мой, который тоже был обычный крестьянин, у него там целые тетради расписаны о смысле жизни и прочее, прочее. Это не просто так, понимаете? Так вот, аяты, чудо или завет – это разговор человека с мирозданием. Человек разговаривает с мирозданием и просит у мироздания. Просит и получает. В такие трудные минуты особенно важна вот эта связь человека с мирозданием. Потому что мироздание, оно щедрое. В мироздании нет, скажем, минусов. Там все совершенно, в отличие от человека. Мироздание работает на своем особом механизме. Все, что человек взял, это все взято с мироздания. Посмотрите, на что напоминает поезд? Змею или гусеницу. Это взято у мироздания. Цвета, которые мы берем, формы определенные, да, все, что у нас есть, мы все берем с мироздания. Не просто так. В этом мире ничего не добавляется, не убавляется. Все, что есть на земле, оно сначала берется с земли, потом превращается обратно в землю, потом снова перерабатывается. Материя бесконечна, как говорил Аристотель. Так вот, аяты, которые вам помогут усилиться и найти себя, и получить помощь, и абстрагироваться от этого всего зла, которое происходит вокруг. Спасительные аяты Вселенной называются. Я этот цикл продолжу, но сейчас я хочу вам передать пока один ритуал, именно касаемо, то есть аята Вселенной. Еще раз напоминаю, слово аят, взятый из древнепарфянского, означает чудо или завет.
То есть то, что творит чудо в твоей жизни. Вот ты говоришь их, и происходит чудо. Что такое чудо? Это то, что необъяснимо, что появляется из ниоткуда, вот это. Но оно появляется, и тебе это дается. Итак, читайте от 10 до 12 раз. О вселенская сила, о столпы мироздания, почет вам и слава, поклон и благодарность. Я дитя мироздания, я любимое твое создание. Услышь меня, ибо сказано, единое целое ты со вселенной. Защити меня сейчас, осыпь дарами, о небосвод. Я произношу священные аяты мироздания. Просите, и будет дано. Вселенная щедро дарит добро. Время служит мне. В мире изобилия. Я любима судьбой. Я повторяю священные аяты мироздания. Я дитя Вселенной. Я любимое создание. И все блага мира уготованы мне. Окутай Вселенная своей силой, заботой и защитой. Я сильна тобой, а ты полна мной. Мы единое целое с тобою. Я знаю священные аяты мироздания. Они меня спасут. Они меня защитят. Я, скажем так, усилила это словами-ключами. Не спрашивайте, что это означает. Это очень древний язык. Авестар, Мата, Аия, Виано, Сумая, Весаре, Индарео, Крино. Кто эти слова знает и произносит, тот аяты мироздания возносит. Тот под защитой вселенской силы, да будет вечным трон богов. И сила мироздания мне в помощь. Заклято. В конце можете сказать свою просьбу, если у вас есть очень сильная просьба в трудную минуту. Я вам советую произносить эти аяты, глядя в небо. Можно днем, но лучше вечером, когда небо открытое, спокойное, сидеть и читать в полголоса. Вы можете даже включить какую-нибудь мантру, вы можете даже включить какую-нибудь такую приятную музыку, дудук, наконец, и просто читать, глядя на небо. Читать это будет вас успокаивать. Через некоторое время Вселенная вас услышит. Это не просто красивые слова, это слова-ключи. И там я внедрила определенное слово на древнем языке. Скорее всего, это халдейский язык, но он неизвестен на самом деле. Но это слова-ключи. То есть вы стучитесь в врата, которые вам откроются. Понимаете? Вот перепишите и попробуйте прямо сегодня это то есть провести. Останавливайте, переписывайте видео. У Яны сейчас очень много дел с книгами связаны, все вот с этим, с этой хренью. Она не успевает, ей нужно вовремя отвезти и так далее, иначе сами понимаете. Поэтому приходится ей как бы пока что в таком режиме работать. Но вы можете спокойно переписать и провести. Итак, читаю еще раз. Читать от 12, то есть 12 раз можно 4 раза, можно 24 раза. Это должно быть четное число. Можно 10, 10 тоже священное число. Здесь нет такого особого значения. Главное, чтобы вы успокаивались, понимаете? И я вам объясню. Она вас просто, как вам сказать, вокруг вас создает такой защитный круг. И Вселенная вас слышит. Начнем.
О великая сила, о столпы мироздания, почет вам и слава, поклон и благодарность. Я дитя мироздания, я любимое твое создание. Услышь меня, ибо сказано, ты единое и целое со Вселенной. Защити меня сейчас, осыпь дарами, о небосвод. Я произношу священные аяты мироздания. Просите, и будет дано. Вселенная щедро дарит добро. Время служит мне. В мире изобилие. Я любима судьбой. Я повторяю священные аяты мироздания. Я дитя Вселенной, я любимое создание. И все блага мира уготованы мне. Окутай, вселенская сила, меня заботой и защитой. Я сильна тобой, а ты полна мной. Мы единое целое с тобою. Я знаю священные аяты мироздания. Они меня спасут, они меня защитят. Авестар, Мата, Ае, Виано, Сумая, Вессаре, Индайро, Крино. Кто эти слова знает и произносит, тот аяты мироздания возносит, тот под защитой вселенской силы, да будет вечным трон богов, и сила мироздания мне в помощь заклята. Всегда в древних текстах, в древних заклинаниях есть такой момент, как слова-пароли. Знаете, как позывной. Вот кто эти слова знает, тот там получает то-то и это, или того-то слышат. Это как пароль, это как входной билет. Если тебе эти слова сказали, если тебе сообщили, если ты достоин был их услышать, значит, тебя услышат и помогут. Понимаете, как подходят там к вратам и говорят там, пароль называй, тогда тебя пускают. Вот пароль отдает ведьма людям, то есть дает им право просить через этот пароль. И поэтому человек это обозначает, что я знаю эти слова, значит, помогите мне, я одна из... Многие секреты, тайны, ключи вы не знаете, но я вам объясняю. Пропустили, Азат, но ничего страшного. Ничего страшного. Я сейчас заканчиваю эфир, потому что мне еще хочется вам подарить кое-что. Мне нужно работать, потом подойду, еще сниму, если будет время. А пока берите самые сильные работы, где ничего не нужно тратить, никуда не нужно выйти, чтобы ваша душа успокоилась, чтобы вокруг вас вот эта санитарная зона образовалась и защищала вас от этой вот озверелой толпы. И чтобы вы начали жить новой, обновленной жизнью и вышли победителями из любой ситуации. Вы уже выходите победителями, мы уже к этому идем. Всем удачи!